Сегодня 16 мая, пятница, и в клубе «Что, где, когда» продолжаются игры магистров, но теперь уже в рамках летней серии. Против телезрителей сегодня играют инженер Юрий Филиппов, журналист Олег Овчинников, обладатели «Хрустальной совы» Анастасия Шутова и Владимир Степанов. Учитель Александр Мосягин и капитан команды, обладатель бриллиантовой и 4 хрустальных сов, магистр игры «Что, где, когда» Максим Поташов. Против команды Максима Поташова сегодня играют Юрий Куцин, Борисовка, Екатерина Русакова, Череповец, Мария Костина, Санкт-Петербург, Сергей Шилович, Солигорск, сектор Блиц, Ирина Фомина, Великий Новгород, Светлана Сыроватская, Нижний Баскунчак, Ирина Водолеева, Златоуст, сектор Суперблиц, Ксения Айхель, Челябинск, Дарья Засенец, Гомель, Василий Станчук, Медна. 13-й сектор. Летние игры магистров. Телезрители против знатоков. Игра до 6 очков. Счет 0-0. Первый раунд. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Добрый вечер, уважаемые знатоки. Господин Поташов, здравствуйте. Добрый вечер. Ваша команда играет очень хорошо и результативно. 6 побед в 7 последних играх. Но перед этой игрой вы решили изменить рассадку. Максим, вопрос. Зачем чинить то, что и так работает? Ну, надо же когда-то экспериментировать. Мне кажется, лучшего момента не будет. Сегодня хороший момент. Надеюсь, что да. Максим, ну я вам честно скажу, я на вас вообще не похож. Я бы никогда не решился на это, тем более перед 13-й игрой своей команды. Блиц. Вы недовольны тем, что Блиц, или наоборот рады, что Блиц? Отлично, Блиц, отлично. Нравится. 3 вопроса по 20 секунд обсуждения на каждый. Чтобы заработать очко, вам нужно ответить на 3 вопроса подряд. Внимание, вопрос первый. Екатерина Кожемякина из Тюмени попросила показать вам картину Ивана Шишкина. Налево поверните голову, Максим. 1898 года. Подобные рощи с 17 века находились под охраной государства. С 18 века находились под охраной государства. Екатерина интересуется, почему к концу 19 века интерес к ним был утерян. Ну, это корабельные сосны, закончилась эпоха парусного флота. Не парусно, может, Ну да, начали делать смотри, вот эти вот это для тоже мачты как бы или для для досок? мачты. для матча. Это прям вот они Корабли стали высокие, они для мачты, металлические. для парусных. Ну да, закончилось. Ну, давайте мы будем отвечать. Тем более, что пора. Да, отлично. Значит, дело в том, что эти сосны, так называемые корабельные сосны, они использовались в первую очередь для парусного флота, из них делали мачты. Ну, а когда эпоха парусного флота закончилась, мачты деревянные делать перестали. И картина эта называется «Корабельная роща». Блиц продолжается. Внимание, вопрос второй. Алексей Иванов из города Химки попросил показать вам картину Никифора Крылова 1827 года. Посмотрите, эта картина считается новаторской в истории русской живописи. Конечно, были Серов, Кустодиев, Кандинский, но позже. Алексей интересуется, в чем заключалось новаторство Крылова.
Кандинский это с геометрией Простых что-то? людей изображал. Сироп Кандинский кустодий, это кандинский. геометрия какая-то. Может быть, здесь какая-то перспектива не та. Может быть. Горизонт по центру как будто бы, нет? Небо больше, чем Земли. Но одинаково как больше. будто бы. Ну, небо больше Цвет, земли. слушайте, У того же цвет, Ге тоже небо прямо больше, цвет, чем она вся земля. белая Может, почти. летняя? Может быть, снег не Белого белый, цвета, на самом белого деле. цвета. Зиму вообще Перу писали, разные Сироп, цвета. зиму писали вообще? Прошу, кто отвечает? Анастасия Шутова попробует. Анастасия, прошу вас. Ну, предположим, что до него очень редко писали, ну или вообще не писали зимние пейзажи. Этот пейзаж зимний, его писать нужно, видимо, с работой на природе. Вот как-то русские художники до этого с этим не работали. А теперь, внимание, правильный ответ. Анастасия, русские художники долго не решались писать зиму. Даже Карл Брюлов сетовал, как ни пиши зиму, все выйдет пролитое молоко. Картина Никифора Крылова «Русская зима» стала первым в русской живописи зимним пейзажем. Абсолютно правильный ответ. И, наконец, решающий третий вопрос. А тут посерьезнее. Ирина Филяуэр из Санкт-Петербурга интересуется. Кино не будет, господин Поташов, не оборачивайтесь. Но вы можете смотреть на картины, которые на столе. Что художник Алексей Саврасов считал главным в пейзаже? Без чего, по его мнению, пейзажа нет? Без деревьев, без людей. Без людей, но без чего? Это обе картины. Может, без Без вертикальной, деревьев. без вертикальной вот этой линии, которая дерево. ствол. Небо, Может быть, без без неба. А что если там, Небо, там, без воды. без воды, может быть, и там, Может быть, там. а рамы не А может здесь быть? может быть как раз вот пересечение вертикали и сечение горизонтали золотое. всегда. Без вертикали, в Пейзаж, принципе. пейзаж без этого А что там пересечения не раз работает. Нравится. Прошу. Ох, ну, давайте предположим, что главное в пейзаже – это небо. Небо. А теперь, внимание, правильный ответ. А в зале есть какие-то версии еще? Есть. У кого? У меня есть версия «Воздух», У вас есть версия воздуха. А почему, Никита? потому что его сложно нарисовать, а он как бы чувствуется сквозь картину. Но надо чувствовать. Это, господин Пташев, действительно парадоксальный вопрос, ведь и этого на картине не увидишь. Алексей Саврасов считал главным в пейзаже воздух. Без воздуха нет пейзажа. Никита Сторон, ну молодец. Хороший. 1-0 в пользу телезрителей. 100 тысяч рублей от Альфа-банка получит Ирина Филяуэр из Санкт-Петербурга. Интересы знатоков защищает директор департамента коммуникаций госкорпорации «Росатом» Андрей Тимонов. Добрый вечер. Добрый вечер, господин ведущий. По правилам этого сезона команды магистров могут почти безболезненно одну игру проиграть. Но в апреле команды Андрея Козлова и Виктора Сиднева уже проигрывали. То есть, господин Тимонов, понимаете, что получается? Сегодня последняя игра во всем сезоне, когда знатокам не страшно проиграть. Андрей, так чего вы ждете от этой игры? Господин ведущий, пятничным вечером, в отличие от воскресного, ждешь легкости и приятных приключений, поэтому от команды ждем победы, но не без интриги. В прошлый раз выиграли, морального груза на плечах нет, поэтому играйте, выигрывайте. Андрей, благодарю вас. Второй раунд. Господин Мосягин, ну что и говорить, ваша команда сейчас на плаву. И наверняка во многом благодаря вашей подготовке к игре. Вы ведь всегда, Александр, по воскресеньям спали весь день с перерывом на обед. И тут бац, вторая смена, пятница, и вся система подготовки коту под хвост. Как вы готовились в таких нечеловеческих условиях, скажите? Я спал в поезде. Я спал с утра дома, а днем в поезде. Борисовка. Борисовка, господин Друзь? Или 13-й сектор? Боря сказал 13-й, но там явно Борисовка. Борисовка. Я в этом... Борис Левин. Я в этом смысле Друзю доверяю полностью. Если говорит Борисовка, значит Борисовка. Тем более Борисовка, мы должны оба доверять в этом плане. Доверяем Друзю. Против вас играет преподаватель музыки Юрий Куцин. Поселок Борисовка, Белгородская область.
Госпожа Шутова, вот смотрите. Сначала заходишь с краю. Сперва в наклон, потом на коленях. А после лежа ползешь по спирали к центру. Понятно? Или повторить? Понятно. Внимание, вопрос. Какое занятие описано в журнале «Уральский следопыт»? Сбор грибов. Сбор ягод какие-нибудь. Нет, ты кого-то не должен испугать, Наклон, ребят. потом на Ты колени, наклоняешься и по спирали к центру. Вот ты где? Ты На кого-то... болоте ты Ребят, ползешь, сбор клюквы какой-нибудь. Сбор ягод какие-то. Какому Вот сначала, центру? Центр тебе ну вот нужен. у тебя куст, ты должен его обойти весь, Подождите, вот в все центре что собрать. ты зачем Смотрите, находишься? еще раз, центр болота, ты заходишь с края, собираешь, а потом ползешь, потому что распределяешь массу свою. Почему к центру? Ты по кругу, по спирали к центру. Ну, Что в центре? Ну вот если это куст, чтобы собрать вообще все, что даже то, что внутри. Ну, может быть, Я не вот понимаю, это ты надо нагреваешь, что тебя не заметили? Или что? Если грибы собираешь, надо ползти. Зачем? Вроде бы нет, там центра нет никакого. Грибов, ягоды куст есть какой-нибудь. если на болоте ты ползешь, чтобы меньше давления создавать. Почему в наклон заходишь на болото? Ягоды без болота, подветки ягоды без дерева. болота, чтобы ты не Подветки помял. куста Ты поэтому какого-то, да. заходишь и вот так собираешь, как комбайн ягоды, просто ягодная поляна. Понимаете? Ну, чтобы ты не... Почему на Ну, коленях? потому что грибы тебе видно сверху, а ягоды тебе видно снизу. Итак, На коленях. кто отвечает? Юрий Филиппов, не включись. Прошу, Юрий Филиппов. Командная версия сбор ягод. Сбор ягод. Не на болоте. Где угодно, да. А теперь, внимание, правильный ответ. Юрий, особенно важно, что по спирали к центру, чтобы не пропустить и не затоптать. Так в журнале «Уральский следопыт» описан сбор ягод. 1-1. Александр Мосягин, по-моему, это ваша версия была. Я вас поздравляю. Спасибо, но это командная версия. Команда, конечно. Молодцы. Интересы телезрителей защищает вице-президент Альфа-банка Алексей Гияз. Алексей, добрый вечер. Добрый вечер. Телезрители знают, что видео-вопросы вам как-то особенно милы. Алексей, но немногие телезрители, вернее, многие телезрители интересуются, в каком случае вы вопрос поощряете, а в каком нет. Есть какой-то закон или все хаотично у вас? Закон. Ну, действительно, мне очень нравятся видео-вопросы. И может сложиться впечатление, что я буду поощрять каждый, но... Вы знаете, Альфа-банк очень щедрый банк, но я нет. Алексей, ну вообще поощрять или нет, это ваше право, а не обязанность. И Но есть какой-то принцип. Вот в этом случае да, а вот нет. Вот забыл поощрить, значит не поощрил. Нет, ну не настолько. Есть два критерия. Первый, я очень люблю, когда видео-вопросы снимаются в каком-то необычном месте. Да, и это может быть даже какое-то родное место, какой-то родной город или поселок, или во время прогулки в интересном музее. Вот я люблю вот такие спонтанные вопросы в необычных местах, которые показывают вот жизнь людей. И второй секрет. Если вопрос прекрасный, хороший, сильный, но, к сожалению, проиграл, то я считаю, что такой вопрос тоже надо поощрить, потому что не получают 100 тысяч рублей, то хотя бы 50 я тоже обычно даю. Вот такие секреты. Вот теперь понятно. Благодарю вас, Алексей. Третий раунд. Господин Овчинников, насколько мне известно, у вас другая система подготовки. Вы непосредственно перед игрой слушаете музыку, чтобы меньше нервничать. Это помогает? Это правда, у меня есть специальный плейлист даже такой. Вы можете огласить весь свой победный плейлист. Ой, а можно это останется у меня в секрете? И это вот один из таких секретов, которые я при себе держу. Вот там разная музыка есть совершенно. Алекс, вы знаете, ну я думаю, я вам советую включить теперь, знаете, вот песню, которую каждую пятницу «Лишь солнце закатится», кого-то жуют под бананом. Мне кажется, что она очень актуальна, во всяком случае, для этой серии. «Череповец». Главное, чтобы не для этой игры. Да. Почему? Для всех игр, Максим. Хорошо. Против вас играет оптометрист Екатерина Русакова из Череповца. Внимание, черный ящик. В черном ящике находится маленький вызов Вселенной. Маленькое компактное поле надежд. Внимание, вопрос.
О чем так сказал писатель Питер Хёк? Что в черном ящике? Ромашка может быть? А мне уже да, нравится. Надежда, Кубик, Надежда, кубик. давайте и- не говорим. Кстати, Там вот вся Надежда. Надежда вселенная Ромашка будет может листочки. быть, что любит, не любит? Компакт. Монетка может быть какая-то. Монетка Там тоже. всё. Поле, календарь. Поле, может что-то. Вызов Ладно, вселенной. пятнашка может быть. Вот это вот Календарь, игра. когда ты что-то планируешь. Вызов вселенной. Надежда главная. Вселенная вращается. Да. Смотри, монетка, Есть законы ромашка, вселенной, а кубик. есть случайность. Да, Да, ежедневник, вот Мне я нравится распланировал, монетка еще, на самом ребят, деле, вот я очень распланировал Планировал, так, да. как А оно выйдет, как решить непонятно. вселенную, непонятно. Это нормально. Календарь или ежедневник? Маленький, компактный, вызов Поле, ну вселенной. вот, поле это календарь. вызов вселенной? Да потому что Потому что я Вызываешь я говорю, что будет Вызов так. вселенной, А это как очень что хорошо. Не так, как во вселенной. Ну, это хорошо. Ну, почему? карта Маленький, какая-нибудь, компактный, просто как будто бы что маленькое атлас, хочется. гадательные правда. еще может быть, как карты? гадательные карты какие-то. Но это не маленький, компактный. Непонятно. Ну, вот кубик, ромашка, монетка, монетка. Диск какой-нибудь, как вселенная. Поле вероятности. С надеждой как с ромашкой. Колода карт. Надеешься на что-то. Итак, Веришь, что кто отвечает? Я попробую. Прошу, Максим. Ну, мне кажется, что мы бросаем вызов вселенной, когда что-то планируем, даже вот не зная, доживем ли до завтрашнего дня, потому что жизнь непредсказуема. Поэтому вот таким вызовом, мне кажется, календарь, которым мы планируем будущее. А теперь, внимание, правильный ответ. Смотрите, мне кажется, что здесь произошла такая ситуация, вот вы перечисляли, ваша команда, ромашку и кубик. Но вы лично, Максим, справедливо сказали, но это же не поле. Но не придумали, какое поле отвечает тем правильным требованиям. Нет? До сих пор нет? Лотерея, может быть. Да, господин Антохин, что вы качаете головой? Лотерейный билет, наверное, там. Господин Паташов, в нашем черном ящике, ну чуть-чуть вы суть поняли, но не дошли. Лотерейный билет. Писатель сказал о нем. Маленькое компактное поле надежд. 2-1 в пользу телезрителей. Это жалко. Екатерина Русакова из Череповца получит от Альфа-банка 100 тысяч рублей. Уважаемые телезрители, напоминаю вам, что вы можете присылать свои вопросы в 13-й сектор по адресу 13.alfabank.ru. А сейчас пока реклама. Продолжаем игру. 4-й раунд. Так, господин Филиппов, Здравствуйте. скажите, пожалуйста, ну вот, вы знаете, у меня давняя тема, я давно уже перестал пытаться понять, почему капитаны отдают тот или иной вопрос тому или иному знатоку. Ну, вы не капитан, вам на этот вопрос не надо отвечать. Это я просто про ягоды. Скажите, пожалуйста, а вы любите отвечать в принципе, или вы побаиваетесь? Вот вы стремитесь к тому, чтобы капитан вам дал ответ? Или вы как бы лучше, чтобы вас не трогали? Капитанов всегда, конечно, виднее, но если мне доверяют, то я отвечаю С удовольствием. с удовольствием. Всякий Великий раз. Новгород. Против вас играет менеджер Ирина Фомина из Великого Новгорода. Господин Филиппов, тренер по легкой атлетике, англичанин Джон Вильзиан, в 1959 году переехал в Кению. При нем кенийские бегуны достигли огромных успехов. Несколько олимпиад подряд они без золотых медалей домой не возвращались. И это во многом благодаря методике подготовки, придуманной тренером, а также благодаря его помощникам. Внимание, вопрос. Кто помогал Джону Вильзиану тренировать кенийских бегунов и каким образом? Какие-то бегали, Собак они пускали за ними. лошади. Пчелы. Ребят, Кения высокогорная, там у них Нет, дыхание Он хорошее. садился верхом и требовал, бегите за мной. Он англичанин, там Может быть, они верховая езда убегали от есть. кого-то. Да, от собак могли убегать. Гепардов, ну, вряд ли. Они худые, то есть это никакая сила не нужна. Не-не-не, вряд ли. Действительно, на лошади, допустим, да, Гепарды. вот он едет на Гепарды лошади, быстро бегают, от англичанин. него не убежишь. Ребят, Нет, 59-й год, опасно, машины я уже думаю, были, не было опасно. мотоциклы. Должно было быть опасно. Переводчики от Собаки не очень здорово. Кто помогал? Кто помогал?
кто помогал 59-й год, да? Друзья, а английский все знали? Английский все знали? Жирафы. Я понимаю, но так или иначе. Смотри, где они? Шаманы Мы не выберем животное, гепард, там, я не знаю. Нет, ну это страшно, гепард, когда. Кто помогал? Кто? Кто Тренеры, ассистенты, еще что-нибудь. Кто помогал и каким образом? Вопрос. Ну, каким тогда понятно. Лошади странно, каким образом они помогают? В Африке важна. Надо обогнать? Так, кто будет отвечать? Александр Масекин будет отвечать. Прошу вас, Александр. Давайте предположим, что этими помощниками были лошади. И каким образом он ехал рядом с бегуном и требовал, чтобы он выдерживал такой же темп, как и тренер на лошади. Какое-то время. То есть он бежал со скоростью лошади? Ну, лошадь может ехать долго, и какое-то время бегун может бежать наравне с ней. И он заставлял так тренировать выносливость. А у меня вопрос к залу. А помощь, что нет версии даже в зале? Нет? Госпожа Полушева, нет у вас? Ну, ничего такого, в чем бы мы были уверены, нет, у нас нет. Ну, а версия какая-то есть у вас? Ну, мы тоже думали про животных, но мы думали про каких-нибудь собак, возможно, там, привезенных из Англии. Тогда вернемся к господину Масягину. Александр, скажите, а какие вы знаете животных в Африке? Ну, львы, жирафы, зебры. А безопасные? Безопасные в Африке, ну, антилопы, наверное, какие-нибудь. Относительно. Вот это неожиданно, конечно. Итак, вы наверняка слышали, что есть такой метод тренировки гонка за лидером. Ну, наверное, слышали, да? Ну да. Чем сильнее лидер, тем лучше результаты. В качестве лидера Джон Вильзиан использовал, посмотрите на экран, страуса. Кто это сказал? Господин Паташов? Да. Страусы далеко не убегают, но постоянно держатся на определенном расстоянии. Как убегают? Ну ладно. Ну, это к Вильзиану вопрос. Это, кстати, фотография. Смотрите, это же не придумка. Вот так он их тренировал. 3-1 в пользу телезрителей. 100 тысяч рублей от Альфа-банка получит Ирина Фомина. Уважаемые телезрители, сегодня стартует летняя серия, которая станет самой продолжительной в истории клуба «Что, где, когда». Сначала отыграют команды магистров, на следующей неделе команда Виктора Сиднева, а через 2 недели команда Андрея Козлова. В июне начнутся игры совистов, так мы называем команды, в которых капитаны – обладатели хрустальных и бриллиантовых сов. Начнем с команды Бориса Белозерова, следом сыграет команда Дениса Элькиса, а затем команда Алены Полушевой. А на десерт свой шанс получат команды-претенденты, команды, в которых титулованных игроков нет. Это и команда Дарины Сибуль, и команда Константина Рудера, и команда Дениса Теплякова. Все поиграют. 5-й раунд. Госпожа Шутова, все команды знатоков мечтают сыграть в финале года, это понятно. Для этого надо попасть сначала в зимнюю серию. А чтобы там оказаться, необходимо в течение сезона дважды обыграть телезрителей. И вот у вас сегодня прекрасный шанс сделать это во 2-й раз. Вы сможете решить эту задачу сегодня? Увидим скоро. Анастасия, вы в интервью перед игрой сказали, что это самый долгожданный у вас сезон. Сейчас я продолжу. Санкт-Петербург. Да. Почему он такой долгожданный для вас? Ну, все совпало, и команда, в которой я играю, и это юбилейный год, и очень хочется, чтобы мы в этот год показали очень хорошую игру. Ну, давайте. Сейчас соберитесь. Против вас играет библиотекарь Мария Костина из Санкт-Петербурга. Профессор энтомологии Эндрю Динс провел одно необычное исследование. В 4000 объектов, казалось бы, далеких от энтомологии, созданных с 16 века и до наших дней, он нашел 2500 упоминаний представителей членистоногих.
Вот что получилось. Посмотрите на экран. Чаще всего встречались бабочки. Были муравьи, пчелы, комары, мухи, сверчки и даже блохи. Мокрицы, уховертки. Попалась, господин Паташов, даже одна двуххвостка. Внимание, вопрос. Что за объекты анализировал ученый? Картины, что ли? Картины, что ли? Может быть, гербы какие-то? Слушай, а Коку неплохо же. Человек это наша Коку неплохо. 1500 хорошо, да. Коку песни какие-нибудь. Наверное, там рассвет Смотрите, какой-то. смотрите, упоминать смысл Бабочек слова. очень много. То есть это не картины, это не Она библиотека. 1500 какого года? Корабли, может быть, так называли как-нибудь, А может быть, нет? книги Бабочка. какие-то анализировали? Или как, нет? Может быть, кто завелся бабочек? Не, ну... Ребята, изображения какие-то, гербы, может быть, там скульптура какая-то. Гербы, мне кажется, бабочка может быть всего бабочек, да? Да. чьи-то имена, прозвища. Они мало для Коку, нет? Муравьиный лев, ну какие-то литературы, вот еще может быть. 16 век. Это такая. Сонеты Шекспир тогда Мне кажется, начинал. меньше Как раз по времени Нет, это Шекспир, извините, 16 века до... Нет, Даже да. даже Стихотворение писали и раньше вообще. Да. Кто отвечает? Олег Овчинников будет отвечать. Олег Овчинников, прошу вас. Ну, мы считаем, что он проанализировал Хокку. Нашел там упоминания всех вот этих насекомых. Бабочки самые цитируемые. Олег, это ваша версия была, Моя да? версия, да. И вы на ней настаивали? Ну, Или вас послушали? Я не придумал ничего лучше, скажем так, команда Раз послушала. отвечает, значит, Да. послушали. А теперь, внимание, правильный ответ. Ученый подсчитал количество упоминаний членистоногих в Хокку и Хайку. 3-2. Олег Овчинников сокращает разрыв в счете. Но вот это очень важно, то, что вы это придумали. Это здорово. Молодцы. Шестой раунд. Господин Степан, Да, господин ведущий. много лет назад вы играли в команде Андрея Козлова. Очень много лет. И как мне помнится, были таким мягким и пушистым. Это у Козлова-то. Затем, смотрите, был 10-летний перерыв, и теперь вы 3 года играете в команде Максима Паташова. И вдруг стали суровым, я бы даже сказал, ершистым. Это у Паташова-то. Медно, сейчас. Когда-то был пушистым, с тех пор много времени. Что изменилось? Возраст, видимо, господин ведущий. Пушистый закончился. Может быть, дело в фоне? Я вот подумал, может, вы у пушистого ершистый, а у ершистого пушистый? Ну, чисто из чувства противоречия, конечно, господин ведущий. Медно. Против вас играет врач Василий Станчук. Деревня Медно, Брестская область. Посмотрите на экран. Перед вами фотография 1960 года, сделанная во время освоения целинных земель. То, что происходит в кузове автомобиля, мы от вас скрыли. Что же там происходит? Ребят, обедали они, может быть, им перевозили еду в поле. Это Играют во что-то, там во что-то играют. Нету. Может, они просто спят? Спят под крышей, наверное, все-таки. Зачем спать в автомобиле? Комбайны стоят, Комбайны стоят, комбайнеры мы чего-то собрались. Мне нравится, что летом все-таки они там, днем спят. Ой, не спят, а едят. Ночью они... Нет, обед Там 5 комбайнов, Пять комбайнов? Там комбайны съехали из чего-то. Ну вот, слушай, им действительно привозят обед. Слушайте, а может... А может в шахматы играть не могут? Это не может Что популярно? Что Не может быть Ребята, концерт. освоение целины. Вот работали день и ночь. Им туда привозили все. Может быть, они ночью работали, а днем спали, потому что жарко очень. Как кто-то концерт какой-то. Днем спали, ночью работали. Но все равно жарко, но в машине спали. Спросили, что в машине, в кузове. В кузове спишь, в кузове. Там смене спал. Прошу, кто отвечает?
Максим, вы где? Тут я. Вы с нами? Смотрите, это Анастасия Шутова. Анастасия, прошу вас. Ну, как вы сказали, это освоение целины, и, судя по всему, работали там... Покажите телезрителям, да, то, что мы уже подзабыли. Да, мы видим, что стоят комбайны в поле, стоит грузовик перед ними, и работали там, скорее всего, день и ночь. И некогда было отвлекаться примерно ни на что, поэтому мы предполагаем, что там каким-то образом все приезжали, и вот днем они там... надеюсь, что все-таки ели, обедали. Анастасия, дополнительный вопрос. Что вы имеете в виду каким-то образом ели? Ну вот им привозили Что туда значит еду. каким-то образом? Им Ртом привозили или... Ртом. Они ели ртом, надеюсь. Им туда привозили еду, и они вот, не отрываясь почти от производства, там поели, поехали дальше осваивать. Каким-то образом. А теперь, внимание, правильный ответ. Анастасия, ну, посмотрите, скошенное поле, комбайны стоят. Да? Стоят в поле. А где же комбайнер? Ну вот в машине, в кузове сидят. Посмотрите на экран. В кузове автомобиля накрыт обед. Комбайнеры обедают. А после обеда передвижная столовая поедет кормить других. 3-3. Александр Мосягин. Не дают вам что-то сегодня отвечать, ваши версии. А я бы ответил, что спали, потому что жарко, и, видите, я люблю спать, поэтому очень хорошо, что капитан выбрал Настю. То есть, ну, капитан у нас красавец сегодня. Он знает, что вы свою версию не ответите. Уважаемые телезрители, по окончанию этой игры Андрей Тимонов определит лучшего знатока и вручит ему «Хрустальный атом» — традиционный приз госкорпорации «Росатом». Андрей, скажите, по сегодняшней игре вы можете сказать, что за столом команда лидер, команда фаворит? Ой, господин ведущий, вы знаете, тема фаворита всегда носит такой, в какой-то степени, спекулятивный характер. Как у нас в атомных лабораториях говорят, ориентируйся на данные объективного контроля приборов и статистики. Ну, на примере Росатома. Это есть объективные данные, которые показывают, что компания является лидером в области ядерной технологии в мире. Так и в случае команды Максима Паташова есть объективные данные. Единственная команда, выигравшая весенние серии. Ну, поэтому она и фаворит. Благодарю вас. 7-й раунд. Слышал. Госпожа Шутова, Анастасия, скажите, а в чем были ваши сомнения вот, по поводу еды? Ну вот интересной показалась версия, что они настолько круглосуточно работают, что они там еще и спят. Посреди дня. Посреди дня. Потом я подумала, что в кузове спать жарко, как и работать, поэтому, скорее всего, они все-таки там едят. Но потом, господин Мосягин, вот видите, вы сегодня не поспали, как привыкли по воскресеньям. И у вас на все вопросы ответ спать. Челябинск. Против вас играет доцент университета Ксения Айхель из Челябинска. Солнце обманчиво. Это часть надписи, которую в начале XVIII века разместили на своем гербе представители одной профессии. Внимание, вопрос. Чем занимались эти люди? Фонарщики? Фонарщики, допустим, 18 век. это какая-то Солнце, гильдия. значит, луна, астрономы, может быть, какие-нибудь. Что ты не сделаешь при свете? Астрологи. Делай часы. Очень хорошо, да. Что-то нельзя рассчитывать. Да. Хорошо. Я подумала а еще про что? китовый жир, мы говорим, как будто бы это так все. Да, очень хорошо. Ребята, а навигационное что-нибудь, компаса делают. Как будто компас меньше. Я не знаю, какая гильдия. Ну, да, наверное. Почему? А почему солнце обманчиво? Они все равно встанет на востоке, сядет на западе. Ну, а вот ты ориентируешься именно не на солнце. Да? по звездам. А что еще солнце Художники загар дает? какие-нибудь. Растения растут, действительно, какое-то освещение какое-то. обманчиво. Смотри, те, Ну, кто кажется, о ночью другом надо освещает говорить. что-нибудь. Да, это не самое важное. делает Это суть китовый профессии. жир, там и- ну, у них как будто бы... обманчиво, это что-то Ночью какие-нибудь ослепляет шулеры, его вот просто. что ночью вообще происходит? Какие-то картежники, С гаданием плохо танцы. по звездам? Кто отвечает? Анастасия Шутова. Прошу, Анастасия. Солнце обманчиво. Да. Надеюсь, что вот эту часть надписи разместили на своем гербе те, кто... часовщики, те, кто производил часы. А теперь, внимание, правильный ответ. 3-3.
Солнце обманчиво. Оно показывает время неточно. Это полная надпись. Такую надпись разместили часовщики. 4-3. Анастасия Шутова уже выводит вперед свою команду. Только что было 1-3, уже 4-3. Уважаемые телезрители, если у вас есть идея хорошего вопроса, достойного зимней серии юбилейного сезона или даже финала года, я вам настоятельно рекомендую не тянуть и прислать его до окончания летней серии. Адреса перед вами. Господин Гиязов, смотрите, что получается. Уже 5 игр подряд команда Максима Паташова зарабатывает дополнительную минуту, но не использует ее. Знатоки Алексея интересуются, можно ли с этого что-то поиметь с помощью Альфа-банка. Не знаю. Солигорск. Ответьте. Прям меня в тупик поставил ваш вопрос. Я думаю, что ставки сейчас высокие, поэтому... Просто откажите и все. Знаете, я поступлю совсем по-другому. Я вот обещаю 20% годовых, то есть плюс 20 секунд вот от Альфа-банка, потому что я говорю, что он щедрый, в отличие от меня, поэтому вот от Альфа-банка. В конце, на финале года дадите им 20 секунд. Нет, но не на финале года. Нет. Ну ладно, шутки в сторону. Против вас играет инженер Сергей Шилович из Солигорска. Поэзия и прогресс подобны двум честолюбцам, инстинктивно ненавидящим друг друга. И когда они сталкиваются, один порабощает другого. Поэтому ей надлежит ограничиться ролью служанки, подобно книгопечатанию и стенографии, которые не вытесняли литературу. О чем писал Шарль Бадлер? И что это за служанка такая? А печатная машинка, ребят, Фотография печатная может машинка, быть? вот инженерное что-то. Друзья, фотография как хорошо, да. не живопись, да? Что для прогресса то же самое? Мольбер — это 19 век. Ты можешь художественно создавать, но это не настоящее. Освещение какое-то новое. Это соединение Фотографии не слонила живопись. живописи и Ребят, с чем сравнивают? Как Что за служанка, да, с Ей чем надлежит сравнивает... ограничиться ролью служанки. Как что? как фотография, Как книгопечатание? Ну да. Есть что-то для науки такое же? Литература. Да, то есть быть средством для того, чтобы фиксировать эту мысль. Хорошо. А что еще в 19 веке появилось? Там телеграф какой-нибудь, там, чтобы писать красивые письма, отсылать. кинематограф и театр плохо? Звукозапись. Не она. Юра, ей. Звукозапись можно? Рано. Когда еще некрасивая была звукозапись? Когда еще некрасивая вроде бы была? Когда были валики восковые, они совсем плохо передавали. О чем так 20 сказал? веку стала звукозапись. Пластинки в конце были уже. Прошу. Я думаю, что о своем главном хобби должен ответить Юрий Филиппов. Юрий, прошу вас. Думаем, что это... Горные лыжи? Горные лыжи в прошлом, слава богу. Думаем, что это фотография. Шарль Бадлер писал в середине 19 века о фотографии. Он считал, что она никогда не станет искусством. 5-3. 5-3 уже в пользу знатоков. Девятый раунд. Господин Паташов, скажите, вы довольны новой рассадкой? Может быть, поменять назад? После игры можно обдумать. А во время игры вы не готовы? Во время точно нет. Смотрите, как на столе Суперблиц не выпал. 13-й сектор не выпал. Ну, пока что, может еще. И опять не выпал, а выпал Нижний Баскунчак. Против вас играет математик Светлана Сыроватская. Поселок Нижний Баскунчак, Астраханская область. Вопрос снят самой телезрительницей. Внимание на экран. Здравствуйте, уважаемые знатоки. Я живу в поселке Нижний Баскунчак Астраханской области. Недалеко, в 10 километрах от нашего поселка, находится гора Большое Богдо. А теперь посмотрите, как необычно выглядит юго-западный склон этой горы. У этого склона есть особенность, благодаря которой
он получил свое прозвище. С чем местные жители сравнивают этот склон? Сотами пчелиными. Терка, ребята. Пчелиные соты, может быть, там живут Есть пчелы. особенность. Может быть, там звук какой-то, там Да, ветер это мало понятно. задувает. Фуристый какой-то такой. Ребят, сказали юго-западный, да? Там, Туда может, светит выдувает солнце, что-то. светит солнце на закате Выдувает. примерно. То есть там какая-то фуристая порода, либо там это вырыли. Наверное, Или выветривание. А у нас такие пласточки, Ребята, пчелы там могут жить, прозвище соты. Вот Улей. Еще раз, терка вам не нравится? Нет. Это не похоже на терку. Мутка какая-то еще. ветер там, наверное, действительно Ветер там есть. Если там звук, что А он стоит? может петь, да. Да, Может, наверное, да, поет, это гудит. что-то, наверное, будет гудеть. Орган, Ребят, виола, нас не арфа, спрашивают виола. прозвище, да, значит, Прозвище, сложно да. выбрать. У него С чем есть какая-то связано? особенность, да. Он Хорошо, просто особенность это- нам показали? Ребят, Или юго-западный нам сказали. Да. Дождь сюда заносит. что тебе нравится? Звук, хорошо. Ну, и Причем оба надо сказать, чем разные. связано прозвище. С чем связано? По-моему, да. Ну, можно попросить повторить. Прошу, кто отвечает? Господин ведущий, можно, мы редко это делаем, можно я попрошу повторить вопрос? Нет. Ответит Как Александр ровная Ма- пленка. Ну, концовку. Я так не Что нужно умею. Понял вас. Ответит Александр Масегин. Я думаю, что... С чем местные жители сравнивают этот склон? С чем сравнивают, наверное, с каким-то музыкальным инструментом. Там дует ветер, и этот склон издает звук. Это слишком общий ответ. Тогда с органом. Мы видим много труб, и, соответственно, наверное, они звучат. 6-3. Счет становится 6-3 в пользу знатоков. Команда Максима Поташова одерживает вторую победу в этом сезоне над телезрителями и получает право сыграть в зимней серии. Господин Мосягин, ну, я не знаю, вы ли придумали ответ на последний вопрос, но это было красиво. Анастасия Шутова, по-моему. Анастасия, я вас поздравляю. Вот имена победителей. Александр Мосягин, Владимир Степанов, Юрий Филиппов, Олег Овчинников. Ваш ответ про Хохку очень помог команде сегодня. Анастасия Шутова. Здорово. И Максим Поташов. Господин Тимонов, кто из знатоков был сегодня лучшим? Ну, вы вопросы задаете, как же сложно-то сегодня-то определить. Вы знаете, я вот сегодня у себя на работе узнал интересный факт. В 2017 году в командном составе атомно-ледокольного флота Росатома была всего лишь одна девушка, а сегодня уже 25 работают командирами на атомных ледоколах. Вот сегодня была одна Анастасия Шутова на 5 замечательных игроков. Как раз она сыграла отлично. Анастасия Шутова поздравляет, «Хрустальный атом» ваш. Господин Гиязов, кто получит приз за лучший вопрос? Вы знаете, будет два поощрения, потому что после последнего раунда так знатоки быстро закричали, что не дали мне буквально возможности физически поощрить прекрасный видеовопрос, вот как я люблю, с интересным местом, в данном случае с интересной горой органом. Я бы хотел дать этому вопросу 50 тысяч рублей. Светлана Сыроватская. Так. А лучшим вопросом станет тоже некоторое исключение, потому что, знаете, как правило, я даю, признаю лучшим вопросом вопрос, который выиграл в своем раунде. А сейчас я хочу сделать по-другому. Прекрасный вопрос, с моей точки зрения, про Хокку. Он хоть и проиграл, но получит 200 тысяч рублей. Это Мария Костина из Санкт-Петербурга. Уважаемые телезрители, через неделю в нашем клубе продолжатся игры магистров. Смотрите вторую игру в следующую пятницу, 23 мая, на Первом канале, сразу после программы «Время». А эта игра закончена. Спасибо всем за игру.